Первое авто, конфискованное у россиян в Литве. Ультиматум Армении и Госдума, которая разрешила нарушать закон, если идешь в армию. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Украина выходит в лидеры по экспорту оружия, а Россия теряет позиции. И постепенно это обрушивало возможности к предложению на рынке чего-то нового. Массовые обыски у художников и активистов в России. Это значит то, что нужно понимать, в каких условиях мы сегодня находимся, и перестраиваться под эти условия. Сколько натовских солдат готовы быстро отреагировать на угрозу? Ранее было 40 тысяч солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО. А сейчас это 300 тысяч высокой готовности. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, это все очень важно. Как и не забыть подписаться на наши каналы. А мы пока начнем с новостями. В 4 украинских областях проблемы с электричеством после обстрелов. Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 368 населенных пунктов в 4 областях – Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской. Из-за ночных обстрелов есть новые повреждения в сетях Купянска и Волочанская Харьковской области. Также в течение суток зафиксированы повреждения в сетях Облэнерго Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областей. Вместе с тем, время от времени в украинской энергосистеме возникает и профицит, и часть электроэнергии отдается в Польшу. Премьер-министр Армении выдвинул ультиматум остальным участникам организации договора по коллективной безопасности. Он требует более четких решений и более четких ролей внутри организации. Мы сейчас просим, ожидаем, требуем, чтобы наши уважаемые партнеры по ОДКБ ответили на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении. Армения фактически прекратила принимать участие в мероприятиях организации после того, как ОДКБ не сделала ничего, чтобы защитить Ереван во время войны с Азербайджаном. Китай предоставляет России экономическую помощь и увеличивает объемы торговли с ней. С 2022 года экспорт китайских товаров, которые могут использоваться в военных целях, увеличился более чем втрое. К тому же Китай поддерживает российскую промышленную базу. Амбициозный, но беспокойный Китай, конфронтационная Россия, некоторые региональные государства, такие как Иран, и более мощные негосударственные игроки бросают вызов давним правилам международной системы, а также верховенству США в ней. Кроме того, в американской разведке говорят, что Китай может использовать технологии для того, чтобы повлиять на американские выборы. Первое авто, конфискованное на границе Литвы и Беларуси, передадут, скорее всего, на нужды Украины, говорят в литовской таможне. Автомобиль Audi Q7 начал этот тренд. С понедельника зарегистрированные в РФ автомобили не могут находиться на территории Литвы. Исключением могут быть только транзитные с территории Калининградской области. Владельцам остальных транспортных средств с российской регистрацией, проживающих в Литве, было дано полгода на их перерегистрацию или выезд. США готовы передать первый за длительное время пакет военной помощи для Украины. $400 миллионов оборудования, техники и, хочется надеяться, боеприпасов будут переданы в Киев. Примерно такой же пакет согласовала и Дания, там $336,6 миллионов. Артиллерийские и минометные системы пользуются большим спросом со стороны Украины. Этим пакетом помощи мы вносим существенный вклад в борьбу за свободу Украины. Помощь оказана в сотрудничестве с нашими союзниками и посылает важный сигнал о том, что мы поддерживаем Украину на широком фронте. К слову, в обновленных расчетах Стокгольмского международного института исследования проблем мира СИПРИ Украина становится крупнейшим европейским импортером оружия в 19-23 годах.
а Российская Федерация теряет свои позиции. Санкции, они вводились постепенно, начиная с 2014 года, причем нужно отметить, что этот процесс шел параллельно, и тогда они были, как мы называли, зеркальные санкции против России, и против Украины. Ну и постепенно это обрушивало возможности к предложению на рынке чего-то нового. После 2019 года начал регресс именно в связи с тем, что Россия не смогла предлагать что-то более продвинутое из-за отставания прежде своего технологического. Ну и, конечно же, добили этот процесс санкции, введенные в 2022 году, окончательно отрезав Российскую Федерацию от технологических ручейков Запада. И сейчас только остается брать какие-то там капли в виде той же электроники двойного назначения, которую российские дипломаты таскают в тех же чемоданах дипломатической почты, чтобы обеспечить какие-то еще оставшиеся экспортные контракты. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности людей, которые подписали контракт с вооруженными силами. ТАСС пишет, что в этом случае срок будет заменен на условный, и заключить такие контракты смогут на любой стадии расследования, то есть как те, кто находится под следствием, под судом, так и осужденные, то есть в принципе в любой момент можно просто спрыгнуть в армию. Это значит, те, кто точно собираются подписать контракт, теоретически могут совершить одно небольшое преступление, которое им все равно простят. НАТО может перебросить несколько сотен тысяч солдат в случае войны. Об этом напомнил начальник Генштаба войска польского в эфире телеканала ТВП-Инфо. Ранее было 40 тысяч солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО. А сейчас это 300 тысяч высокой готовности. Эти солдаты прибудут в страну не после начала войны, а перед ней. Сейчас на территории Польши находится несколько тысяч натовских солдат, которые принимают участие в учениях Альянса. Массовые обыски у российских художников и активистов проходят в России. Все это связано с так называемым делом о госизмене Петра Верзилова. Как минимум у 14 человек прошли обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ульяновске и Самаре. Многие люди даже не знали ни Петра Верзилова, ни группу Pussy Riot. Об этом говорят правозащитники. У участницы группы тоже прошли обыски. Издание «7 на 7» сообщает, что в Ульяновске после обыска задержали художника Илью Холтова. В Нижнем Новгороде задержали художника Артема Филатова, а в Санкт-Петербурге обыски прошли у художника Саши Блота. В рамках уголовного дела в отношении Верзилова силовики решили провести акцию устрашения. Что включает в себя эта акция? Во-первых, громкие заголовки. Все-таки статья о государственной измене обеспечивает федеральный резонанс. Для власти это важно. Во-вторых, обыски позволяют проинспектировать, не готовит ли кто какие-либо акции накануне выборов, и упреждающе намекнуть, что никаких акций власть не допустит. Давайте напомним о деле Петра Верзилова, который, по всей видимости, является объектом именно уголовного дела и проживает за пределами России с 2020 года. В октябре 23-го, после интервью с Юрием Дудем, в котором Верзилов рассказал о своем участии в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, он прекратил свою деятельность в качестве издателя «Медиазоны». Это значит то, что нужно понимать, в каких условиях мы сегодня находимся, и перестраиваться под эти условия. Да, в первую очередь это нужно заботиться о своей безопасности, это заранее связываться с адвокатами, информировать своих близких об адвокатах, не информировать друзей и близких о своей деятельности, знать 51-ю статью Конституции и заранее понимать варианты по выезду из страны. Есть практика выезда с браслетами или даже нахождение под уголовным делом. Внутренняя борьба имеет очень большую ценность сегодня внутри России. Это очень важно. И с другой стороны, я понимаю, что это огромный риск, и каждый должен
понимать ту ответственность, которую он на себя берет. И опять же, хочу сказать, думать о своей безопасности, безопасности окружающих, потому что нет смысла садиться в тюрьму, сдаваться в плен. И, безусловно, это большой риск, который должен человек сам на себя либо брать или не брать. В отношении Верзилова было возбуждено уголовное дело по обвинению в фейках об армии, и ему был вынесен приговор заочно на 8,5 лет колонии. Однако за нарушение процессуальных норм 11 марта Мосгорсуд отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Основанием для обвинения в фейках послужили 2 твита и 2 поста в Инстаграм, в которых Верзилов рассказывал о совершении убийств российской армии в Буче. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы YouTube показывал это и другие наши видео большему количеству людей. Ну, а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.